Георг Кристоф Лихтенберг. Немецкий ученый, философ и публицист. Современному читателю Лихтенберг более всего известен своими афоризмами, опубликованными посмертно. Любовь слепа, но брак восстанавливает зрение. Видя себя в других, не только любишь себя, но и ненавидишь. Там, где умеренность, ошибка, равнодушие, преступление. Муха, которая не желает быть прихлопнутой, безопаснее чувствует себя на самой хлопушке. Кулачное право сегодня исчезло, за исключением права для каждого показывать кулак в кармане. Ум человека можно определить по тщательности, с которой он учитывает будущее или исход дела. Быть человеком значит не только обладать знаниями, но и делать для будущих поколений то, что предшествовавшие делали для нас. Слава знаменитых людей во многом результат близорукости тех, кто ими восхищается. Кто раньше времени считает себя гением, тот пропащий человек. Поучение находишь в жизни чаще, чем утешение. Человек любит общество, пусть даже это будет общество, одиноко горящей свечи. Пусть тебя слишком не огорчает незаслуженное порицание. Зато ведь и хвалят тебя иной раз ни за что. Как мало приятелей остались бы приятелями, если бы они могли полностью узнать мысли друг друга. Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает. Ничто так не способствует душевному спокойствию, как полное отсутствие собственного. С остроумием дело обстоит как с музыкой. Чем больше ее слышишь, тем более точных звучаний ожидаешь. Люди, думающие, что главное дело в жизни, в знании, подобны тем бабочкам, которые летят на свечи, сами погибают и затемняют свет. В слове «ученый» заключается только понятие о том, что кто-то много чему-то учился. Но это еще не значит, что он научился чему. Неудивительно ли, что люди так часто воюют за религию и так редко живут по ее предписаниям? Мы живем в мире, где один дурак создает много дураков, а один мудрый – очень мало мудрых. Есть люди, которые рождаются с влечением ко злу. Как мало друзей остались бы друзьями, если бы они могли полностью узнать мысли друг друга. Большинство людей больше живет по моде, чем по разуму. Жаль, что пить воду – не грех, иначе какой вкусной она бы тогда казалась. Если б не было воспоминаний о юности, то мы не замечали бы и появления старости. Плохие люди выигрывают, когда их лучше узнаешь, а хорошие... Мне всегда больно, когда умирают талантливые люди, потому что мир нуждается в них больше, чем небо. Самые здоровые и красивые люди – это те, которых ничего не раздражает. Насколько лучше жилось бы некоторым людям,
если бы они так же мало заботились о чужих делах, как мало заботятся о своих собственных. Впечатление от 10 изречений, действующих на ум, легче изгладить, чем впечатление от одного, подействовавшего на... К числу величайших открытий, к которым пришел за последнее время человеческий ум, бесспорно принадлежит, по моему мнению, искусство судить о книгах, не прочитав их. Свадьба относится к мясным блюдам, так как они запрещаются во время... У человека, влюбленного в себя, есть то преимущество, что у него мало соперников. Бог создал человека по своему подобию, сказано в Библии. Философы делают все наоборот. Они создают Бога по своему подобию. Приучи свой разум к сомнению, а сердце к терпимости. Главное призвание писателя – нести людям правду, учить и воспитывать. Золотое правило – судить о человеке не по его мнениям, а потому что делают из него эти мнения. Гордость, благородная страсть, не слепа по отношению к собственным недостаткам. Этим отличается надмен. Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется планом. Книги – это зеркало. И если в него смотрится обезьяна, то из него не может выглянуть лик апостола. Красивые птицы поют хуже других. Тоже относится к людям. В вычурном стиле не стоит искать глубокую мысль. Постоянно оказывается, что так называемые дурные люди от более основательного изучения их выигрывают, хорошие от этого теряют. Постоянно оказывается, что так называемые дурные люди от более основательного изучения их выигрывают, хорошие от этого теряют. Как много могут навредить правила, едва только наведешь во всем строгий порядок. Острый ум, увеличительное стекло, остроумие, уменьшительное. Нам следовало бы стремиться познавать факты, а не мнения, и напротив находить место этим фактам в системе наших мнений. Бывает состояние, когда присутствие и отсутствие любимого человека одинаково трудно вынести. Во всяком случае, в его присутствии не испытываешь того удовольствия, которого можно было бы ожидать, страдая от его отсутствия. Можно порицать ошибки великого человека, но не следует из-за них порицать и самого человека. В характере каждого человека есть нечто такое, чего нельзя сломать, это костяк характера. Самая опасная ложь – это истины, слегка извращенные. Перемудрить – это один из самых позорных видов глупости. Красивых женщин причисляют сегодня к талантам их мужей.
величайшее счастье, о котором я ежедневно прошу неба. Пусть превосходят меня в силах и знаниях лишь разумные и добродетельные люди. Георг Кристоф Лихтенберг. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.